Здравствуйте, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. Пришла осень. Осень подарила нам прекрасные наши фрукты, яблоки и груши. Предлагаю приготовить очень вкусный грушевый пирог. Он нежный, мягкий, очень сочный. Сверху хрустящая корочка. Готовится невероятно легко и просто. Обязательно попробуйте сделать это грушевое чудо. Осенью также много яблок. Я уже ранее готовила из яблок несколько рецептов. Ссылочка сейчас будет видна на видео. Вкусный очень был ирландский яблочный пирог с ванильным крем-соусом англес, сверху посыпанный лепестками миндаля. Это шедевр, тоже его обязательно приготовьте. Ну, конечно же, яблочная шарлотка, ее тоже я готовила в форме сердечка. Ссылочку вы видите на экране, обязательно открывайте. Все видео появятся в дополнительном окне, потом посмотрите и приготовите. Также я готовила американский apple pie из яблок. Прекраснейший пирог, который подается с шариком мороженого. Все это, удивительно вкусно. Готовится, кстати, легко и просто. Я очень люблю простые рецепты и с удовольствием советую их вам. Ну что ж, давайте наконец приготовим грушевый насыпной пирог. В миске смешиваем все сухие продукты. 130 грамм муки, 150 грамм сахара, 160 грамм манной крупы, плюс нам немножко понадобится манки для посыпки формы. Плюс добавляем ванильный сахар, 1 пакетик 10 грамм и 1 чайную ложку разрыхлителя. Также добавим щепотку соли. Все это хорошо перемешиваем. Далее будем подготавливать груши. Груш необходимо 1 килограмм. Груши очищаем от корочки. Вынимаем сердцевину и натираем на крупной терке. Таким образом мы подготавливаем слои. Далее берем форму, смазываем ее растительным маслом, посыпаем немножечко манной крупой и слоями выкладываем. Сначала сухой слой, потом слой груш, опять сухой слой, слой груш и сверху сухой слой. То есть сухих слоев у нас будет 3, а грушевых будет 2. Пока я все это делаю, посмотрите, пожалуйста. А я хочу вам рассказать очень интересную притчу. Мудрая притча, которая рассказывает, стоит ли нам держать в нашем сердце обиды. Называется «Обиженный ученик и картофель». Ученик спросил учителя: «Ты такой мудрый, ты всегда в хорошем настроении, никогда не злишься. Помоги мне быть таким же». Учитель согласился и попросил ученика принести картофель и прозрачный пакет. «Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, — сказал учитель, — то возьми этот картофель. С одной его стороны напиши свое имя, а с другой имя человека, с которым произошел конфликт, и положи этот картофель в пакет». «И это все?» — недоуменно спросил ученик. «Нет, — ответил учитель, — ты должен всегда этот мешок носить с собой и каждый раз, когда на кого-нибудь обидишься, добавлять в него картофель». Ученик согласился. Прошло какое-то время, пакет ученика пополнился еще несколькими картошинами и стал уже достаточно тяжелым. Его очень неудобно было всегда носить с собой. К тому же тот картофель, что он положил в самом начале, стал портиться. Он покрылся скользким, гадким налетом, некоторый пророс, некоторый зацвел и стал издавать резкий неприятный запах. Ученик пришел к учителю и сказал: «Это уже невозможно носить с собой. Во-первых, пакет слишком тяжелый, а во-вторых, картофель испортился. Предложи что-нибудь другое». Но учитель ответил: «То же самое происходит и у тебя в душе. Когда ты на кого-нибудь злишься, обижаешься, то у тебя в душе появляется тяжелый камень. Просто ты это сразу не замечаешь. Потом камней становится все больше». Поступки превращаются в привычки, привычки в характер, который рождает зловонные пороки. И об этом грузе очень легко забыть, ведь он слишком тяжелый, чтобы носить его постоянно с собой. Я дал тебе возможность понаблюдать весь этот процесс со стороны. Каждый раз, когда ты решишь обидеться или наоборот обидеть кого-нибудь, подумай, а нужен ли тебе этот камень.
Вот такая притча. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Мне она понравилась, и я решила поделиться с вами этой притчей. Верхний слой – это мучная сухая смесь, хорошенько разравниваем и утрамбовываем. Сверху посыпаем тертым холодным маслом, 130 грамм сливочного масла прямо из холодильника, потереть сверху на терочке и разровнять. Выпекать будем в духовке, разогретой до 200 градусов, 25 минут. Все очень быстро и просто происходит, а получается невероятно вкусно. Мне очень нравится вести мой кулинарный YouTube канал. Я выкладываю те рецепты, которые частенько готовлю для своей семьи. Вот совсем недавно готовила лепешки. Ссылочка на видео сейчас у вас появится. Для того, чтобы приготовить, я же не помню все рецепты. Открываю свой YouTube канал, открываю видео и готовлю по своему рецепту. В одном видео там 3 лепешки, они невероятно все вкусные. Творожно-сырная лепешка, мексиканская, которая готовится из картофельного пюре и на кефире. Но я готовила первые 2. Мои рецепты – это жизненные рецепты, которые проверены моей семьей. Я вам их очень рекомендую. Ну а вот этот шедевр, по-другому его нельзя назвать, потому что это действительно грушевое лакомство, грушевый шедевр. Очень простой в приготовлении и невероятно вкусный. В этом году у моих родителей в саду уродило очень много груш. И вот я их использую таким образом. Знаете, даже сделала несколько заготовок для грушевого пирога, чтобы сделать зимой. Взяла груши, потерла на крупной терке в пакетик и заморозила. Возможно, кто-то из вас воспользуется моим советом и сделает так же. Дорогие мои подписчики и зрители, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Все эти действия помогают продвигать мои видео, дают мне настроение заниматься этим и дальше. Благодарю вас, что смотрите мои видео. Желаю вам здоровья, счастья. Готовьте с удовольствием, радуйте себя и своих близких. До новых встреч. Пока-пока.